Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Clown Box World Travel. Меня зовут Анастасия, и я на своем YouTube-канале веду рубрику «Новости с границы». Граница из Эстонии в Россию, из России в Эстонию. Сейчас перед вами город Нарва, Эстония, переход КПП Нарва из Эстонии в Россию. Вот это Петровская площадь, и в эти дни на Петровской площади будет ограничено движение 14, 15 и 16, то есть завтра тоже будет ограничено движение и парковочные места, то есть автобусы большие такие Люкс-Экспресс, Балтик Шаттл, Эколайнс, они отходят от улицы Тулевику. Завтра тоже весь день, то есть, а сейчас вы видите очередь 15 августа 2025 года, как она есть на самом деле. Почему же перенесли остановку? Это вон туда за елочки, и на улицу Тулевику вы туда внутрь пройдете, вот за стеллу Нарва, туда вглубь, и там увидите. Ну, это я просто к примеру, чтобы вы знали. То есть автобусы там теперь останавливаются. А сейчас посмотрите, пожалуйста, спектакль. Этот спектакль коллектива из Пакистана в рамках фестиваля «Свобода», театрального фестиваля «Свобода», называется спектакль какие-то границы, я потом попозже еще посмотрю. Нарушение границ, что-то такое. Ну, здесь вы посмотрели отрывок из спектакля, который вот там, вот видите, на площади. Люди сидят с той стороны, смотрят. Спектакль еще идет. Оттуда доносятся звуки спектакля. Ну, этот спектакль именно выбрана площадка Петровская площадь перед границей, потому что он посвящен как бы, ну, театральный фестиваль называется «Свобода», и данный спектакль посвящен
тому, что как бы смысл такой хотят донести актеры путем пластического такого жанра, там, с элементами пантомимы, о том, что люди разъединены, ну вот и пытаются преодолеть вот эти вот их разделяющие границы разного типа. Ну вот, а сейчас вы видите а, Сейчас вы видите очередь, как выглядит сегодня. Это примерно вот как раз время действия спектакля, примерно 18-18:30. Людей достаточно много, хотя вчера, накануне, вечером люди не остались на ночь, и можно было даже перейти свободно, без очереди. А это такие небольшие котишата, шерстистые зрители спектакля. Это вот они из окон соседних домов тоже внимательно наблюдали за спектаклем. Так что вот можете с ними познакомиться. Это норовитяне, самые настоящие. У них их паспорта и документики, это усы, вот эти белые носики и грудки, их хвостики, это вот их документики. Они, в принципе, могут ходить где угодно. А сейчас вы видите переход, и это нейтральная территория, мост дружбы между Эстонией и Россией. Вот тут как бы ведутся работы. Здесь, видите, сделали уже опалубку, и тут будут выдвижные конструкции. Выдвижные конструкции по типу железнодорожного там переезда. Вот такие препятствия скрытые. Это технические, вот как называется, электрические. Вот, а это мост, как выглядит. Вот как выглядит на той стороне погранпункт КПП. Ивангород. Вот, и по этому мосту, это нейтральная территория, люди переходят. Тоже вот там в будочке человек тоже сидит. Такая картина. С той стороны, видите, Ивангородская крепость. Вот так идут по мосту люди. Это из России. Это по ходу движения из России. Люди возвращаются из поездок. Ну, кто-то уезжает. Вот очень большие чемоданы. Вот, но и в ту сторону тоже переходят, в сторону Ивангорода. Но нужно знать, что для перехода границы вам нужно ознакомиться с правилами, что можно, что нельзя. Главное, конечно, это нельзя из Евросоюза, например, валюты Евросоюза. Можно только там доллары и другие валюты, рубли в эквиваленте 10 тысяч долларов США. И здесь на улице Мальми, на КПП Нарва, в Нарве. Вот тут рядом с Петровской площадью есть 3 обменника на улице Мальми. Ну, советую вам. Обменники валют, обмен валют работают круглосуточно, без выходных. Советую вам дойти там 3 подряд, вот по ходу движения от Петровской площади, советую доходить до 3-го дальнего обменника. Он самый лучший курс и более адекватные, там люди приветливые. Вот, а то как бы первые 2 обменника, они и курс хуже всегда, сейчас там 86, 87, а в дальнем 90, 91 рубль дают за евро. Вот, а ближние обменники, там они как бы огрызаются, и курс как бы держат в тайне, пока сам шепотом не подойдешь в окно, не спросишь. Ну, это как бы не важно. Сейчас вы видите сверху с очередь, как выглядит именно сегодня, 15 августа 2025 года. Это уже где-то в 7 часов. Ну, да, большеватая очередь, но сегодня пятница. Возможно, люди и перед выходными едут и будут там в понедельник возвращаться. Ну, конечно, очередь большая сейчас. Вот вчера я говорила, никто не остался на площади. Вот сейчас, наверное, останутся все-таки люди. Но понаблюдаем еще и подписывайтесь на телеграм-группу чат Нарва Чекпоинт with Анастасия. Там для вас актуальные ссылки. То есть на странице официального сайта, вот где
таможенно-полицейские, налоговый департамент. И вот на эти страницы я добавляю ссылки, и прямо по этим страницам смотрят, таможенный представитель смотрит, что можно, что нельзя. В одну сторону и с той, и с другой стороны. Конкретно открывают. Это все, сейчас это все запреты, это эмбарго и санкции, поэтому они не касаются только торговли, они касаются всего. Вы можете только беспрепятственно как бы свой личный телефон залогиненный принести, там, и ноутбук залогиненный свой, со своей информацией, но тоже, если могут попросить, открыть, показать, что это ваш, убедиться, что это ваш. Вот, потому что есть еще ограничения по стоимости товаров. Все, что пересекает с вами границу, это, по идее, товары, даже ваши личные вещи. Вот, и, ну, основные правила я говорю в каждом видео, предыдущие видео тоже смотрите. Вот, ну, то, что евро из Евросоюза нельзя, вот, и то, что таможенный представитель решает в моменте и наделен полномочием решать в моменте, потому что это, ну, как бы такой даже военный объект, пограничную службу несет, пограничную службу, эта служба несет, как бы таможенный представитель, и он вот наделен полномочиями остановить вас, посмотреть вас, досмотреть. Но это касается то, что из России. Там досматривают не всех. Вот, из России, когда вот люди возвращаются на русской границе, там чемодан проходит через сканер, человек проходит через рамку, потом паспортный контроль, потом проходят через мост. И уже перед выходом в Нарву эстонские пограничники в ту сторону смотрят выборочно и проверяют вещи выборочно. Могут установить, могут не остановить. Там обычно очередей нету, и переход из России занимает, ну, обычно там максимум, ну, так, 20-40 минут. Но бывает, вот сейчас люди уже и возвращаются много. То есть это европейские граждане, прилетают в Таллинский аэропорт, едут навестить родственникам и по делам в Россию, потом возвращаются. Иногда бывает днем. Вот очередь бывает днем перед российским КПП, даже несмотря на то, что все вещи там пролетают через сканер, но все равно как бы людей много. Иногда бывает до часу очередь днем иногда. И иногда, когда проходишь мост, перед выходом в Нарву тоже перед эстонским КПП собирается очередь, но там работают на выход роботизированные окна паспортного контроля именно на выход в Нарву, в Эстонию. Поэтому смотрите, вот там много людей стоят просто в окна с таможенным представителем. У кого есть возможность, может пройти через роботизированные окна, если они не отключены, но обычно их не отключают. Вот. А очередь из Нарвы собирается такая, потому что из Нарвы, из Евросоюза, это тоже санкции всякие, эмбарго и новые правила, которые выходят периодически. Вот. И здесь все вещи и товары, так называемые, и вещи проверяют вручную и отключены. Вот именно по ходу движения из Эстонии в Россию отключены роботизированные окна паспортного контроля. Вот, и поэтому работает 3 окна. И вот сначала проверка паспорта, 3 окна работает, потом дальше несколько сотрудников проверяют все вещи вручную. Поэтому имейте в виду, что с 7 августа 2024 года вот такие очереди складываются именно из-за этого. Ну, вот сегодня вы посмотрели обстановку, такие краткие новости, немножко вот культуру принесли на Петровскую площадь, театральный фестиваль «Свобода», вот, и вот пакистанский театральный коллектив именно в концепции вот такого
спектакля свободы. И вот сделали такой спектакль, посвященный непреодолимым вот разным границам, вот, сопротивлению людей, что как бы людей разъединяет многое, но люди должны как бы объединяться и добиваться своих прав и сопротивляться. Но это касается, конечно, социально-экономического строя, так скажем. Ну, вот такая вот информация для вас. Пока-пока.